Spicy Genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим новые трибридные пятидрайверные наушники от компании EPZ стоимостью $180, и приходят они в очень хорошо оформленной коробке. Здесь имеется логотип компании, тут указано название этой модели P50, но здесь уже располагается график частотной характеристики этих наушников и указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм для воспроизведения низких частот. Для средних частот здесь уже используется два арматурных кастомных излучателя 32257, и уже для воспроизведения высоких частот здесь нас решили удивить использованием двух микропланарных излучателей, что, конечно, я уже встречаю не первый раз. Но чувствительность составляет 106 дБ, и они получили сопротивление 20 Ом, поэтому сразу скажу вам, что на раскачку эти наушники довольно легкие. Ну а теперь, друзья, давайте-ка лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Отличный кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. Сюда можно поставить как балансный штекер на 4,4 мм, так и обычный штекер на 3,5 мм. Фирменный кожаный кейс для хранения наушников. Инструкция по использованию наушников. Сертификат качества. Тряпочка для протирки наушников, ну и два набора силиконовых амбушюр. Наушники довольно небольшие, смотрятся, как по мне, они очень необычно, и внутренняя часть у них выполнена из смолы, а вот лицевая панель из металла с открытым оформлением, где можно увидеть большую металлическую сеточку с отверстиями, которая здесь используется явно не просто так, да и логотип компании EPZ на обоих наушниках неплохо так сюда вписался и, так скажем, завершил конечный дизайн. Но здесь уже у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а вот отверстий для компенсации тут больше никаких нет, так как я могу сказать сразу, что из-за открытого типа конструкции у этих наушников совершенно нет проблем с эффектом вакуума или драйвер флексом, поэтому за это, ребята, можете даже не переживать. Да и звуковод у них очень меня удивил, он довольно длинный, имеет диаметр 5 мм, защищен металлической сеточкой, и почему-то здесь у него нету никакого бортика для более лучшей фиксации амбушюр. В целом, конечно, у меня не было проблем с тем, что амбушюры как-то могли слетать, но все же хотелось бы видеть здесь какой-то небольшой бортик, для того, чтобы амбушюры фиксировались более надежно. Но вот что есть, то есть. Ну и сидят в ушах эти наушники довольно хорошо, так как они не слишком крупные, не сильно выпирают из уха и анатомически выполнены правильно. По крайней мере, под мое строение уха они хорошо подошли. Поэтому есть как и неплохая звукоизоляция для наушников с открытым типом конструкции, так и довольно глубокая посадка. Ну а комплектный кабель у них реально хорош и удобен в использовании. Менять его точно смысла нет. Но амбушюры тут уж смотрите сами. В целом комплектные тоже хороши и пользоваться ими можно без проблем, но от себя я могу вам посоветовать амбушюры EPZ M100. А приобрести трибридные наушники EPZ P50 вы сможете прямо сейчас на AliExpress в официальном магазине компании EPZ, и так как сейчас еще 4 дня будет идти распродажа на AliExpress, то вы сможете приобрести их по более приятной цене. Ссылка на покупку наушников, как всегда, будет в описании к обзору. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат трибридные наушники EPZ P50. Вот так выглядит их график частотной характеристики. Эти наушники настроены под всем нам знакомый Harman 2019, они имеют усиление низких частот на 6 дБ с ранним переходом к области нижней середины, а основной акцент в области верхней середины здесь прям четко соответствует Harman таргету. Но думаю, что все же на свой вкус я бы его немного убавил, а то иначе так получается, что область верхней середины здесь звучит чуть более энергично, чем мне бы хотелось, учитывая, что баса в этих наушниках будет не так много, и он не старается как-то сильно ее компенсировать, но зато вот высокие частоты тут по своей продолжительности довольно хороши, и протянули их как раз за счет использования здесь микропланарных излучателей, насколько могли, поэтому результат, я считаю, здесь очень даже достойный. Но давайте лучше разберем звучание этих наушников, как всегда, более подробно. Эти наушники предлагают нам низкие частоты, которые сложно назвать реально басхедными или чрезмерно мощными. Как по мне, они больше про качество, текстурную подробность и плавную музыкальность. Сабас уходит на неплохую глубину, но
конечно, это не те наушники, которые будут буквально сотрясать ваш череп при каждом басовом ударе. Да, глубина здесь ощутимая, она подчеркивает вот этот масштаб звуковой сцены и создает нужный низкочастотный фундамент, но определенно не стремится доминировать, как в тех же Kivers Punch или Meyer CK2V, потому что Sabas EPZ P50 скорее служит здесь для ощущения некоторой телесности и большего насыщения звука, а не для впечатления вас за счет какой-то здесь огромной раздутой басхедной массы и добавочного веса. Но вот мидбас в этих наушниках имеет характерный удар и выраженный панч, который можно прочувствовать, прослушивая как электронику, так и рок-композиции с мощной перегруженной дисторшеном бас-гитарой. Он хорошо способен передать как всю динамику партии, так и характерный импульс. Но отмечу, что его атака мне показалась здесь чуть немного расслабленной. Удары баса приходят не прям так супер резко, как в планарных моделях, а я бы сказал слегка вот так мягковато, в сравнении с уже даже более агрессивными и напористыми моделями в этом диапазоне, например, как Hype 4. И это создает вот здесь определенную такую низкочастотную гладкость и делает подачу комфортной, но не лишает бас текстуры и артикуляции. То есть мидбас тут не смягчен, так скажем, до какого-то густого кашеобразного состояния, а остается достаточно собранным и фактурным, чтобы передавать вам все мелкие нюансы. Поэтому я считаю важно отметить именно то, на что сделан акцент в этом диапазоне в этих наушниках, а именно на текстурность и детализацию. Эти наушники способны вам передавать структуру звучания басовых инструментов, будь то это какие-то рельефные удары барабана, живые вибрации бас-гитары или уже синтезированные басовые партии в электронной музыке. Бас тут не ограничивается каким-то простым гулом или размазанным ударом, так как он очень даже хорошо способен показать вот эту всю внутреннюю жизнь звука, подчеркнуть, так скажем, грани и вот эти все очертания сложных партий в более ритмических композициях. То есть в целом фокус низких частот в этих наушниках находится явно на качестве. Это не грубый какой-то раздутый и буйный басхедный бас, который стремится взять на себя абсолютно всю центральную роль. Вместо этого он очень аккуратно интегрирован в общую звуковую картину, поддерживая ее фундаментально, но не пытаясь перекрыть средние и высокие частоты. И в этом смысле низы EPZ P50 звучат зрело и уравновешенно, способствуя более лучшему и аккуратному музыкальному восприятию, а не стараясь произвести на вас какой-то безумный вау-эффект за счет массивного и мощного напора. Но вот средние частоты в этих наушниках выполнены для меня очень знакомо. И глядя на их график, я сначала подумал, что они будут ближе к подаче Kivers K4. То есть такие более тепленькие, немного суховатые, нейтральные гладкие наушники. Но потом я понял, что все-таки нет, так как средним частотам в этих наушниках здесь уделяется куда больше внимания за счет своей большей энергии в области верхней середины и общей насыщенности в подаче этого диапазона. То есть они звучат очень полноценно, более так дерзко, с быстрыми переходными процессами и прям в какой-то степени более живо, что делает вокалы и основные инструменты в этих наушниках прям очень выразительными и эмоциональными, тогда как в Kivers K4 этот диапазон звучал куда поспокойнее, и вокал в этих наушниках звучит прям довольно близко к слушателю, с хорошей детализацией, но при этом я отмечу, что он сохраняет свою некоторую плавность и не уходит в чрезмерную резкость или агрессию, а гитары и клавишные звучат в этих наушниках довольно отчетливо, их текстура очень четко передается, да и тембр, я считаю, тут очень даже узнаваем. И также радует, что они не теряются где-то вот там на общем фоне, а наоборот, примерно идут в паритете с вокалом. Но вот ударные инструменты здесь имеют необходимую подчеркнутую и атаку, и довольно выделенные переходные процессы, чтобы не теряться в общем миксе и при этом подчеркивать вот эту всю выразительность композиции. То есть хлестко, быстро и с характером. Вот это я считаю именно про эти наушники. И вот за счет хорошей прозрачности звучания в этих наушниках вы можете без проблем услышать множество мелких деталей, от каких-то интонационных нюансов вокалиста до акустических оттенков инструментов. И именно вот эта необходимая и заложенная прозрачность подчеркивает общую ясность и легкость звучания, делая музыку не только доступной и понятной для восприятия, но и увлекательной в более точном анализе композиций. Однако я отмечу, что вот эта прозрачность тут не переходит в какую-то поджатую сухость или стерильность, поэтому у звука остается правильная естественность и музыкальность подачи, которая удерживает ваш интерес при прослушивании этих наушников. То есть, например, у меня
точно не возникает желания сказать: ну все, хватит с меня, надоело мне слушать эти наушники. А наоборот, я включаю один трек, второй трек, и так вот с каждым разом слушать их все интереснее, так как эмоций в этих наушниках, я считаю, точно хватит с лихвой. И вот я считаю, что важно вот именно при прослушивании наушников, чтобы у вас сохранялось вот это явное вовлечение при прослушивании какой-либо музыки, а не так, что вы все включили там пару треков, послушали и все сказали: ага, ну все понятно, и пошли там заниматься своими делами дальше. Вот это уже не то. Ну а вот нижняя середина в этих наушниках звучит немного расслабленно и легче по весу, чем остальной среднечастотный диапазон, и напоминает здесь она мне подачу Dune DK3001BD и Meyer CK2V. И у такой настройки я могу сказать вам, что есть свой плюс. То есть пугаться этого не нужно, так как такое расслабление этого диапазона создает большую воздушность и облегчает восприятие в более насыщенных инструментами треках, не давая звуку, так скажем, излишне утяжеляться и становиться чересчур плотным и жирным, так как вокал в этих наушниках звучит очень живо, аккуратно, а гитары при этом остаются довольно энергичными, но не грубыми, да и клавишные в итоге получаются очень выразительными, но излишне ненавязчивыми. То есть в целом этот эффект расслабленной нижней середины помогает сохранить пространство между инструментами и избегать вот этого ощущения завала этого диапазона и чрезмерного скопления различных звуков. И в итоге средние частоты в EPZ P50 это баланс между энергией и деликатностью. Они звучат уверенно, детализированно, насыщенно и при этом остаются прозрачными и слегка легкими в нижней части диапазона. Эта комбинация, как по мне, делает звучание выразительным, но комфортным, детализированным и самое главное, что излишне ненавязчивым. Но вот высокие частоты в этих наушниках в первую очередь комфортные, но при этом детальные. Они не стремятся как-то резко выделяться на общем фоне или сильно доминировать, как уже в более ярких и светлых моделях, но при этом я могу сказать сразу, что они не звучат приглушенно или слишком темно, то есть вот этого мрака здесь нет. Как по мне, здесь мы имеем очень аккуратную и сбалансированную подачу, которая позволяет вам явно услышать мелкие детали без какой-либо чрезмерной резкости или странных тембров. Поэтому, как по мне, ребята, по уровню детализации высокие частоты здесь очень даже достойные. Они способны подчеркнуть как и нюансы перкуссии, так и звон тарелок, так и верхние обертона струнных инструментов. Микродетали не теряются как-то на фоне, но и не выпирают резко, как уже в очень техничных моделях, что делает здесь звучание на выходе естественным и неутомительным, причем и продолжительность послезвучия у тарелочек тут тоже нормально ощущается, и они не обрываются как-то там резко, оставляя очень даже приятное затухание и создавая более лучшее ощущение пространства и объема звуковой сцены, что заметно уже при прослушивании живых записей или треков с большим количеством реверберации, например, какой-нибудь ambient. И, конечно, про мою любимую воздушность подачи высоких частот тут тоже не забыли, так как я считаю, что в любых наушниках важно не потерять ее и вообще не скрывать ее, так как это придает звучанию некоторую легкость и объем и создает более лучшее ощущение пространства вокруг самих инструментов, добавляя ширины звуковой сцене и делая звук на выходе менее сконцентрированным и зажатым. Но я отмечу, что вот эта воздушность, присутствующая в этих наушниках, не переходит в какую-то звонкость или сухость, оставаясь в рамках комфорта, что помогает вам избежать излишней вот этой резкости в подаче. А то все-таки не забывайте, что здесь используются микропланарные излучатели, поэтому я считаю, здесь важно соблюсти вот этот баланс между детальностью и комфортом. И баланс между детализацией и комфортом здесь действительно удачный. Высокие частоты не выпирают слишком сильно вперед и не царапают ваш слух, но при этом остаются четкими и понятными. Они как бы плавно вплетаются в общую звуковую картину, добавляя больше ясности и открытости в подаче звуковой сцены, но не нарушая ее целостность. И именно такое сочетание делает высокие частоты в этих наушниках подходящими как для аналитического, так и для более расслабленного прослушивания, создавая четкое ощущение завершенности и гармонии в звучании. Ну и звуковая сцена в этих наушниках безусловно впечатляет вас своим масштабом и вот этим пространством
пространственным размахом. Как по мне, это один из аспектов, который очень выгодно выделяет эти наушники на фоне других, благодаря открытой конструкции. Звучание получается здесь очень таким естественным и в какой-то степени, я бы сказал, раскованным. И при их прослушивании создается буквально иллюзия присутствия в реальном акустическом пространстве. Музыка не кажется у вас какой-то зажатой или сконцентрированной внутри головы, а наоборот, она словно разливается широко, выходя далеко за пределы корпуса наушников и создавая впечатление открытого концертного зала или студийной комнаты. Ширина звуковой сцены в этих наушниках тоже действительно заметна, инструменты и звуки четко распределяются по пространству, и их можно буквально взять и прочувствовать, как они двигаются по панораме, слева направо, и это дает вам ощущение вот этого более широкого и легкого звука, который не давит и не сбивается в какое-то узкое фокусное пятно. Даже на сложных миксах сцена остается целостной и, так скажем, не распадается, что позволяет вам следить за отдельными инструментами без особого напряжения. То есть спокойно и уверенно вы просто берете и делаете это. Да и глубина звуковой сцены также заслуживает отдельного внимания. Эти наушники хорошо передают перспективу звука, ближние инструменты звучат ближе и отчетливее к вам, а дальние уже чуть приглушеннее и с небольшим хвостом от реверберации. И это создает ощущение слоистости и лучшей пространственности, когда звуковые планы четко распределяются по глубине и не накладываются друг на друга. Благодаря этому, ребята, здесь можно легко расслышать, как, например, вокалисты находятся уже впереди, а духовые или струнные инструменты создают фон где-то вдали. И подобная глубина придает звучанию реалистичность и помогает окунуться в музыку, так скажем, более глубоко. И подводя итог, звуковая сцена в EPZ P50 представляет собой редкое сочетание ширины, глубины, разделения и воздушности. Она не пытается быть исключительно аналитичной или чрезмерно детализированной, но при этом остается очень разборчивой, естественной и музыкальной. Такой подход позволяет наслаждаться как сложными оркестровыми произведениями, так и атмосферными электронными треками и даже живыми записями с их акустическими нюансами. Ну а вывод по трибринным наушникам EPZ P50 у меня получился таков. Это очень хорошие и универсальные наушники, которые я без сомнений могу посоветовать всем. В комплекте к ним вы найдете все необходимое от качественного кабеля с модульной системой штекеров до силиконовых амбушюр и даже тряпочки для протирки наушников. Вроде мелочь, но приятно, но дизайн у этих наушников, ребята, это отдельная история. Стильный, уникальный и действительно притягивающий взгляд. Все девушки точно будут ваши. Но, конечно, самое-то главное — это звучание. Динамичное, мощное и чистое звучание с довольно глубоким басом, нейтральной прохладной серединкой, а также техничными и прозрачными высокими частотами, благодаря микропланарным излучателям. Эти наушники не утомляют как-то вас при длительном использовании, и их тональный баланс, как по мне, буквально продуман до мелочей, и скучно при их прослушивании вам точно не будет, так как эмоции и вовлеченность в музыку тут точно гарантированы. Но ссылка на покупку этих наушников, как всегда, находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!